Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск проекта Russian Progress. Это проект для изучения русского языка через контент на русском. Меня зовут Артем, и это 100-й юбилейный выпуск. И у нас сегодня два юбилейных события. Во-первых, это 100-й выпуск, а во-вторых, проекту исполняется 5 лет. Вот, сегодня так что мы поговорим о проекте. Я поговорю, вы послушаете. И таким образом, через прослушивание этого выпуска, других выпусков, вы будете практиковать свое аудирование, свое понимание русского языка. А для перевода незнакомых слов можете использовать транскрипцию. Она будет на Бусти и на Патреоне. Всем спасибо, кто там, кто поддерживает проект. А мы начинаем. Я сегодня неспроста записываю аудиоподкаст. Видео не будет, потому что это совершенно разные вещи. Когда ты записываешь видеоподкаст, ты больше, наверное, думаешь о картинке, о том, как это выглядит. А когда ты записываешь аудиоподкаст, ты больше думаешь о звуке, о речи, о том, как это звучит, о том, как ты говоришь. Вот. И учитывая, что это подкаст изначально, да, там есть и видеоверсия иногда, но все же это подкаст. И мне не нравится, что иногда я начинаю забывать об этом и начинаю просто снимать видео. Забывать о том, что, вообще-то изначально его слушают, и потом уже, там, кто хочет, смотрит еще видеоверсию на Ютубе. И еще один момент, который мне не нравится, это то, что ты когда записываешь видеоверсию, ты, особенно когда публикуешь на Ютубе, потому что я еще публиковал видеоверсию в закрытом формате на Патреоне, и я знал, что мало людей посмотрит, и будут смотреть свои люди. Ты все равно ограничен законами Ютуба, то есть должна быть определенная длина ролика, должна быть определенная динамика, то есть нужно вырезать всю воду. И вообще я обращаюсь, когда делаю видеоподкаст на YouTube, я больше, наверное, обращаюсь к аудитории на Ютубе. И мои слушатели подкаста, они уже такие, как будто просто подслушивают то, что происходит на Ютубе, и не чувствуют вот этой связи непосредственно со мной, что я адресую свое сообщение им непосредственно. Вот, по крайней мере, такое ощущение у меня было всегда, когда я слушал видео, из которого сделали подкаст. То есть я понимал, что это мне не говорят вот именно мне в уши, а это было опубликовано где-то на Ютубе и просто было залито как дополнительная такая возможность раскрутить этот контент еще и на площадке какой-нибудь для подкастов. Вот, так что я думаю, что я бы хотел на время вернуться к формату аудиоподкаста, чтобы лучше проработать мой навык записи подкастов, чтобы его было интереснее слушать и приятнее, и чтобы мне самому это больше нравилось. И да, когда будет у меня настроение, когда захочется показать себя любимого, тогда буду записывать видеоверсию. В общем, тема у нас сегодня проекту 5 лет. Я решил осветить эту тему, в общем, не то чтобы мне супер это важно, как-то, 5 лет или 10 или 15, да, то есть кто-то на эти даты прям, кто-то прям супер обращает внимание на эти даты, вот у них там какой-то проект, исполнился год, 2, 3. Не знаю, для меня это как-то не настолько существенно, как мой, например, личный день рождения. То есть, да, проект, все дела, но вот я 2 дня рождения проекта, например, пропустил. То есть я рассказал про полгода сначала у меня был выпуск, я, кстати, записал это 10-й выпуск. 20-й выпуск это был день рождения, то есть год проекту. 37-й выпуск это проекту 2 года. И потом я 3-й год и 4-й год вообще не записывал, потому что, во-первых, было такое время, что, да, сначала пандемия, потом война, и как-то не до этого, наверное, было, вот. И вообще, не знаю, вот почему-то нет у меня такого трепета к вот этой цифре, 5 лет, там 6, и что? То есть для меня всегда существенным было мое отношение к этому проекту, нравится мне этим заниматься, не нравится, что я в этом вижу, какой смысл вообще у всего этого, помимо заработка денег. И об этом мы тоже сегодня поговорим. То есть, как я сейчас вижу свою деятельность
в рамках этого проекта. Да, кстати, вот после 37-го выпуска был еще 69-й, когда грянули санкции, то есть вот после февраля прошлого года, и я записал всех, успокоил, что проект будет жить, несмотря там на какие-то ограничения. Ну и вот сейчас я записываю проекту 5 лет, да, 100-й выпуск. Ну, что хотел сказать. Я накидал небольшой план, и, наверное, этот выпуск будет максимально долгим, таким, каким он и должен быть, подкаст, да. Поэтому слушайте и наслаждайтесь. Рекомендую гулять, пока вы слушаете подкаст, либо, не знаю, кататься на велосипеде, либо бегать, что-то делать, потому что это интереснее, чем просто сидеть и слушать подкаст и засыпать под него. Да, то есть лучше что-то делать физически еще. Ну, для начала я хотел бы сделать небольшой апдейт того, что сейчас происходит. Я, кстати, такой подкаст записывал в феврале последний раз, то есть именно полностью в формате аудио после февраля, 23-го года, то есть вот несколько месяцев назад, я всегда записывал на Ютубе что-то и заливал в качестве подкаста в том числе. Вот, так что да, первый момент, который я хочу осветить из апдейта, это погода. Погода наконец-то улучшилась здесь, в Новосибирске. Я сейчас в Новосибирске, и наконец-то появилось солнце. Ну, оно и раньше было, просто сейчас стало теплее. Сейчас около 20 градусов. Ну, иногда бывает 15, но в любом случае это уже гораздо приятнее, гораздо лучше, чем было еще месяц назад, там около нуля, там 5 градусов. Вот, так что сейчас светит солнце, распустилась зелень, помыли город более-менее, и сейчас очень приятно гулять, очень приятно кататься на велосипеде, я это регулярно делаю. Ну и вот как раз сам слушаю подкасты. Какие подкасты я слушаю, кстати, тоже могу вам в каком-нибудь другом выпуске порекомендовать. Вы, кстати, можете в Spotify, если вы слушаете меня в Spotify, писать комментарии и говорить, типа, да, Артём, опубликуй выпуск с своими любимыми подкастами. Причем я слушаю подкасты на русском. Вот, то есть я уже полгода, наверное, не занимаюсь никакими языками, и сейчас полностью поглощаю контент на русском. Не потому, что это какой-то мой осознанный выбор, а просто потому, что, контент, который мне интересен, я нашел его на русском. Так что да, второй момент, который я хотел бы осветить, это то, что у меня появилось новое хобби, и это хобби, я его называю стиль. То есть я начал строить какой-то визуальный образ, стремиться к какому-то, да, стилю в своей одежде, в том, как я выгляжу, там прическа, я вот волосы отрастил, начинаю всякие интересные штуки покупать, всякие там ботиночки, очечки хочу взять и так далее. То есть, если раньше я смотрел на это просто как на что-то утилитарное, функциональное, типа вот должны быть удобные кроссовки, чтобы много ходить, чтобы было удобно, классно и все, то сейчас я смотрю на это с точки зрения эстетики, а как мне достичь как мне просто достичь того образа, который у меня в голове, вот как я хочу выглядеть, что я хочу транслировать в плане визуала, вот, потому что я визуал, мне очень нравится наблюдать за миром в целом, за людьми, за тем, как выглядят дома, как выглядят люди, архитектура, не знаю, все, что меня окружает, какие-то предметы, да, и, я хочу тоже транслировать какое-то свое видение эстетики, и, да, если вам интересно это, то, понаблюдать за моим развитием в этой сфере, то можете подписаться на мой Инстаграм, instagram.com/artemnazaro, две F на конце, либо Russian Progress, да, то есть в Инстаграме. И, возможно, где-то как-то вы меня увидите. Я не люблю себя выкладывать особо. Я обычно выкладываю то, что я вижу, то есть пока гуляю, какие-то забавные вещи, какие-то красивые, в общем, то, что мне интересно. И вот, это связано напрямую с путешествиями тоже, потому что раньше у меня главным хобби были путешествия, и я просто коллекционировал города и страны. И понятно, что нужно выбирать, то есть если ты там вкладываешься в одежду какую-то, такую недешевую, да, то тогда ты начинаешь меньше путешествовать, да, меньше вкладываться там в путешествия, в поездки, и я осознанно это делаю, потому что, на данном этапе у меня как-то нет такого рвения, такого стремления путешествовать. Это очень круто, то есть я по-прежнему хочу посетить все страны мира и все регионы России, и потом я буду это делать,
Для чего? Для того, чтобы просто расширять свой кругозор. Не всегда даже потому, что я хочу это делать, да, то есть поехать в какой-то там условный Норильск там или еще куда-то, в Воркуту, а просто потому, что я хочу понимать сам, что это такое, что это за города, что там за люди живут, увидеть все это своими глазами и смотреть на мир уже совершенно по-другому. Вот, именно для этого я хочу путешествовать, но просто пока я хочу сделать перерыв, ну, то есть просто не тратить слишком много денег на это, не тратить много времени, ресурсов, а сосредоточиться именно на себе. То есть вкладывать в себя, ну, в какую-то там, может быть, технику в перспективе, там, в машину, может быть. Ну, то есть материальные вот эти вот вещи. Я хочу подчеркнуть, кстати, возможно, отдельный выпуск запишу на эту тему, но вообще в целом у меня очень сильно поменялось мировоззрение за последний год, и вот это отношение к вещам каким-то, вот консюмеризм так называемый. Опять же, раньше я смотрел на это как на негативное, да, то есть когда ты потребляешь что-то, покупаешь что-то материальное, но сейчас я пересмотрел свои взгляды, и я считаю, что, ну, здесь нужен просто правильный подход, рациональный, то есть грамотный подход ко всем сферам своей жизни. Не нужно никакого радикализма, то есть нет, это плохо, там какие-то вещи или там машины или еще что-то. Почему бы и нет? То есть если это тебя радует, если тебе это нравится, мы в принципе живем для того, чтобы радовать себя, для того, чтобы стремиться к счастью, чтобы радовать окружающих. И если вещи могут тебя порадовать, на какое-то время создать какие-то эмоции, почему бы и нет? Ты также можешь и путешествовать, и там вкладываться в какие-то вещи, ты можешь вкладываться в ум, в развитие своего мозга, в развитие своей души, в развитие всего, своего стиля, речи. То есть я за то, чтобы человек развивался многогранно. Как сказал Чехов, в человеке все должно быть прекрасно, и тело, и ум, и дух, и наружность, все. И стараюсь следовать этому принципу. Никоим образом не нужно, конечно, там впадать в крайность, то есть и развивать что-то одно, как некоторые делают, там, например, очень умные люди, они, как правило, забивают на свой внешний вид. А почему? Почему ты должен забивать на свой внешний вид? Да, может быть, им просто, ну, это не важно или что, но для меня важно все. То есть я хочу развиваться в разные стороны, во все. Да, это, возможно, какое-то распыление, но, не знаю, меня это вдохновляет. Надеюсь, я как-то смог изложить вот эту вот мысль. Да, кстати, если вам интересны мои какие-то мысли, я сейчас буду все рекламировать просто в этом выпуске, вы можете зайти и подписаться на мой телеграм-канал. Там просто я делюсь какими-то мыслями, какими-то видео, музыкой, всем подряд. Он называется t.me/artemnazarov, 2 F на конце. Ну, ссылки будут в описании. В общем, да, если хотите поближе познакомиться, пообщаться, потому что, да, у меня есть чат в Телеграме, да, там вот через Бусти, в который можно зайти, но там обычно ничего не происходит, то есть, да, там собираются люди, но мы как бы пока еще не выбрали формат взаимодействия. В перспективе, я думаю, можно там проводить прямые эфиры и общаться, но пока что в моей жизни основная движуха происходит в Инстаграме и в Телеграме, вот. Так что вас приглашаю туда. А еще момент такой в рамках рубрики «Update», это мы еще даже не начали основной выпуск, это я хотел бы поговорить про спорт, про то, что я продолжаю заниматься спортом каждый день сейчас, и я не делаю, опять же, это как-то супер интенсивно, я не занимаюсь там по часу, по несколько часов. Я каждый день, когда прохожу мимо спортплощадки, просто немножко подтягиваюсь, немножко отжимаюсь, делаю пресс и иду дальше. И если раньше я делал много за один раз, ну вот я пришел на спортплощадку и позанимался прям хорошо, и пошел, все, я свободен, то сейчас я изменил подход, я много гуляю по городу, и теперь мой принцип тренировок такой, что я, когда прохожу мимо спортплощадки любой, я немножко занимаюсь. И таким образом мои занятия стали короче, чаще, я делаю тот же объем работы, но при этом это не так нудно, не так утомительно стоять у турника и, подтягиваться по несколько подходов. Достаточно пару подходов, потом еще пару, и все. То есть вот, это то, что я делаю. Спортом нужно заниматься каждый день, я считаю, потому что спорт поддерживает мышцы в тонусе, то есть просто твое тело крепче, твое тело
опять же, более эстетично, да, если говорить про эстетику, и ты лучше себя чувствуешь, да, ты разгоняешь кровь, ты получаешь какой-то выброс положительных эмоций, вот этих гормонов счастья, ну и это бесплатный, абсолютно доступный всем способ получить вот эту порцию счастья каждый день. Так что всем рекомендую заниматься спортом по чуть-чуть каждый день. И параллельно, да, можете слушать музыку, которая вам нравится. Кстати, я продолжаю пополнять плейлист с русской музыкой. И мало того, я открыл еще новый плейлист, потому что мой основной плейлист с музыкой там в основном современная музыка, рэп, трэп, хип-хоп, там немного рока. И не всем может зайти такая музыка. Если вы хотите более что-то такое классическое, более ортодоксальное, более такое народное, то я открыл плейлист, который называется «Русская душа». Там вот песни на русском, русские песни, которые трогают за душу, которые очень приятно слушать, которые отражают русскую культуру. Так что да, заходите, ссылочки тоже оставлю в описании, можете слушать их, ну или можете слушать современную музыку. Неважно, то есть важно, чтобы вы получали удовольствие во время там занятий спортом, дополнительное, да, можно это делать через музыку, либо какие-то подкасты, которые вам нравятся. Вот, ну, наверное, да, это что касается вот рубрики «Апдейт». Дальше я хотел поговорить про занятия, потому что одна из основных моих деятельностей сейчас — это занятия. Я провожу занятия по русскому языку снова. В прошлом году у меня довольно мало было занятий, ну, потому что ушел PayPal, и я не нашел способа, как мне вообще собирать платежи, да, за занятия. И сейчас я придумал, как это можно делать. Это можно сделать, подписавшись на Boosty. Там есть 2 абонемента. Первый абонемент предусматривает урок в неделю по 45 минут. То есть каждую неделю мы занимаемся по 45 минут, общаемся, я вам скидываю какие-то ресурсы, видео, мы обсуждаем это, спонтанно абсолютно говорим каждый раз, исправляя ошибки. В общем, мне кажется, это очень полезно, это очень классно. Это лучший способ вообще улучшить ваше говорение, да, то есть если вы хотите говорить на русском, нужно говорить на нем. Ну и второй абонемент — это то же самое, только 2 раза в неделю. В первом абонементе у вас 4 урока в месяц, во втором у вас 8 уроков в месяц. Так что всем тем, кто хочет заниматься русским языком со мной, кто хочет говорить на русском, практиковать свой русский язык, узнавать какие-то ресурсы, задавать мне вопросы и так далее — переходите на Boosty, подписки недорогие. И да, хотел бы поговорить об этом деле, потому что я снова начал взаимодействовать с иностранцами, общаюсь с иностранцами, с людьми из разных стран, из США, из Канады, из Италии, из Израиля пока на данный момент. Что круто, во-первых, это то, что это... То есть это работа, но это работа, которая дает мне что-то еще помимо заработка. Она мне дает возможность узнать о мире очень много, пообщавшись с людьми из разных стран, узнать, в принципе, о людях, о том, как они мыслят, о том, насколько мы все похожи, то есть, несмотря на то, что мы из разных стран и так далее. То есть много всяких открытий, много чего я узнаю про разные страны, про разные города. Я вообще очень благодарен, что у меня есть вот такая возможность. Хотел бы, чтобы у меня больше было учеников, еще больше, так что подписывайтесь, будем с вами общаться. У меня сейчас 7 учеников, и я думаю, что я могу взять еще 7. То есть вот если у меня будет 14 или 15, то будет прям вообще ништяк. А в целом даже и 20, наверное, потяну. Так что можете подписываться, ну, потому что все равно в определенный момент, наверное, я не смогу уже больше брать учеников, потому что я не резиновый. Так что успевайте подписаться и практиковать свой русский. И на этом я хотел бы перейти к основной части подкаста и поговорить вообще немножко о проекте, о том, что произошло за эти 5 лет, о том, какое у меня отношение к проекту, немножко поднять статистики. И давайте-ка начнем с прошлых выпусков. Как я уже упомянул, выпуск 10, выпуск 20 и выпуск 37, они были посвящены проекту, я их специально переслушал для того, чтобы понимать вообще, что я говорил, чтобы не повторяться, чтобы сказать что-то новое. Вот, и я понял, что я часто говорил там про статистику, и статистика — это то, что меня на самом деле не очень интересует, как и цифра 5 лет, например, там, да, потому что, ну, а какая разница? Ну, смотрело тебя там, не знаю, 30 человек, ну, смотрит сейчас там 50, 100, слушает, да, ну, не знаю, это как-то не особо важно. Ну, конечно, важны, как бы не буду греха таить, важны цифры, которые связаны с финансами, да, то есть вот Patreon, Boosty — это действительно важно, потому что это деньги, это та энергия, которая позволяет что-то генерировать, что-то творить, что-то делать и создавать
то есть делегировать какую-то работу. Поэтому, ну, на эту метрику я смотрю, да, то есть. И если говорить про этот год, то, ну, скажем так, в этом отношении я не на пике. Самый пик был, наверное, когда была пандемия, и все ломанулись просто учить русский язык, все ломанулись заниматься чем-то полезным, и у меня было очень много занятий. Я очень много делал контента, потому что сидел дома и нечего было делать. И тогда действительно я вот достиг того уровня, при котором я мог свободно путешествовать. Весь 21 год был самым насыщенным на путешествия, то есть вот после пандемии, когда я там немножко подкопил деньжат, то есть я обновил технику, я постоянно ездил, посетил там много стран, много городов, регионов. То есть да, вот это было очень круто. Потом вот, наверное, такая отметка, когда начался февраль, санкции, тогда все пошло по пизде, да, как говорится по-русски, то есть все пошло не туда, не в том направлении, началось такое падение вниз, из которого я постепенно выбирался, и тьфу-тьфу, плюю через левое плечо, да, стучу по дереву, из которого я начинаю выбираться потихоньку, помаленьку. Я очень рад, что вообще появилась такая площадка, как Boosty, потому что если бы не она, то я вообще не знал бы, как монетизировать проект. Потому что напомню, что Patreon, во-первых, он в России теперь заблокирован, я могу его использовать только с VPN, и, во-вторых, PayPal с русскими гражданами больше не работает. Короче, это все сложно с Patreon стало, и я вот в прошлом году еще открыл Boosty, и вот сейчас он потихоньку начал набирать обороты. Сейчас там 37 человек. Это, конечно, не тот результат, который у меня был на пике на Патреоне, да, у меня тогда было 220 человек. Сейчас там, кстати, 72. Но, тем не менее, благодаря как раз вот этим абонементам, благодаря тому, что люди подписываются на занятия, проект существует, я существую. И да, всем, кто подписан, безмерно просто благодарен. Спасибо, ребята. Этот подкаст существует отчасти благодаря вашей поддержке. Вот, но так или иначе, конечно, стоит, наверное, пробежаться по какой-то статистике, чтобы потом, переслушивая, вспомнить вообще, а как оно было. Ну и, наверное, начнем с Ютуба. На Ютубе недавно стукнуло 40 тысяч подписчиков, перевалило за 40 тысяч подписчиков. После моих видео про Узбекистан они стали довольно вирусными такими, потому что узбекам стало интересно, а что скажет иностранец об Узбекистане. Кстати, многим не понравился тот выпуск почему-то, хотя я довольно нейтрально там сказал, ну то есть да, обозначил какие-то минусы, но и сказал, что были плюсы. Если не смотрели, не слушали, переходите. Честно про Узбекистан называется. Вот, и благодаря этому много людей подписалось. Кстати, это третий мой выстрел, наверное, в алгоритмах Ютуба. Первый это был, когда я записывал видео про полиглотов. Он набрал 1 200 000 просмотров. Второй выстрел это было видео «Впечатление о Варшаве». Там поляки начали смотреть, особенно когда я добавил польские субтитры. Вот, и третий это Узбекистан. И на самом деле, как бы, это хорошо, но все эти разы выстрел мой на Ютубе не был связан с моей главной темой, то есть изучение русского языка. И до сих пор вот за 5 лет существования... И до сих пор вот за 5 лет существования проекта я не могу Ютубу объяснить, что мой канал, он именно для тех, кто учит русский язык. И это, конечно, огорчает, потому что, ну, обычные мои просмотры это там, ну, где-то 2000, 3000, 5, там, ну, максимум 10, вот. Хотя, ну, вроде как 5 лет уже занимаюсь Ютубом, но пока каких-то особых результатов там не достиг. Так что, ну, у меня отношение к Ютубу сейчас более такое творческое, я уже перестал пытаться угадать в какие-то алгоритмы, чтобы мое видео там стало вирусным и посыпались там тысячами подписчики. Я стал подходить к Ютубу и вообще к проекту как к творчеству. То есть я, во-первых, делюсь какими-то своими мыслями, если я записываю подкаст, например, да, и если я записываю видео, я делюсь какими-то визуальными аспектами, которые мне нравятся. Начал делиться контентом, который мне нравится в рубрике «Контент недели». Так что вот, я не смотрю на это с точки зрения продвижения, потому что, ну, я уже честно не верю, что можно там как-то выстрелить и набирать по сотни тысяч просмотров. То есть это нужно прям делать что-то, что, наверное, не
хочется мне делать какие-то там подборки, топ-5 там фраз и так далее. Мне это не особо интересно, мне интересно просто говорить на какие-то темы, и надеюсь, что вам интересно это слушать. Поэтому формат подкаста как-то предпочтительнее, что ли. Ну, как минимум, там нет негативных комментариев, которые почему-то до сих пор все равно задевают. Да, в общем, YouTube для меня такая противоречивая до сих пор площадка. С одной стороны, хочется делать видеоконтент, с другой стороны, ну, не хочется как-то не получать отдачи. Вот. Так что посмотрим, попробую позаписывать аудио и посмотрим, что из этого выйдет. Вот, ну и вообще в целом, то есть, опять же, прошло 5 лет, и я все еще ищу формат, я ищу, что мне нравится делать, что мне не нравится. То есть, казалось бы, ты уже мог бы там выстроить какую-то систему и просто пилить, делать контент, но, опять же, я стараюсь подходить к этому творчески, стараюсь делать то, что хочется мне делать, да, то, что живо, то, что интересно для меня. И, опять же, не всегда это бьется там с какими-то алгоритмами. Ну вот, не знаю, может, когда я буду записывать выпуск 10 лет проекту, я буду то же самое рассказывать. Ну, отчасти в этом нет никакой проблемы, потому что я сам меняюсь, и меняется мой подход к работе, к моему проекту. Да, кстати, я бы не стал называть мой проект работой. Вообще работы у меня, наверное, нет. Я просто занимаюсь проектом, да, занимаюсь творчеством. Вот, мне вот так вот нравится. Ну и я, конечно, очень рад, что вот этот проект позволяет мне иметь очень много свободного времени. То есть у меня есть время на то, чтобы гулять, путешествовать, думать, общаться, встречаться с людьми. Это очень круто. Очень мне повезло, что я как-то попал в эту сначала языковую тему с изучением языков и потом вот в создание контента, потому что сейчас я могу относительно свободно себя чувствовать, не быть сильно обязанным, сильно привязанным к каким-то там графикам. Хотя, да, у меня всегда, вот я когда слушал свои старые выпуски, всегда у меня был какой-то план, что вот нужно там раз в неделю или 2 раза в неделю делать обязательно контент. Сейчас стараюсь просто искать какое-то вдохновение, искать какое-то настроение, чтобы у меня было оно, да, записать выпуск, либо записать видео. И при этом стараюсь найти баланс между тем, чтобы не быть перфекционистом, да, то есть, чтобы я все равно делал, даже когда у меня нет супер какого-то настроения. Вот, не знаю, может быть, сумбурно это звучит, но подход у меня более позитивный сейчас к тому, что я делаю. То есть это не обязаловка, это не работа, это просто мое стремление как-то рассказать о России, о русской культуре, поделиться своими какими-то мыслями, пообщаться с миром, соприкоснуться с миром, пусть и на дистанции, да, пока что, но это прикольно, мне нравится этим заниматься, и это вписывается в мои желания, вот как-то так. Ну, а теперь про подкаст. Подкаст, вот как я уже сказал в начале, это немножко другой формат, это формат, при котором ты прям шепчешь на ухо человеку, то есть ты думаешь о том, вот как он слышит, да, что-то. Вот я последнее время начал видео-подкасты публиковать, там, последние 2 или 3 года. Немножко это не то, хочется, да, вот больше такого личного формата, что ли, когда вот я именно к своим слушателям подкаста обращаюсь. Ну и, кстати, можно на самом деле делать видеоверсию уже постфактум, то есть уже когда я записал аудио для тех, кто слушает, делать там какую-то картинку добавлять или какие-то субтитры сверху и публиковать на ютубе. Может быть, я вот такой формат тоже попробую, потому что когда ты сразу записываешь видео, как я уже сказал, это немножко не то. Вот, по подкастам тоже глянул статистику. У меня на Spotify 7000 подписчиков, а на iTunes 2000. Вот. Не знаю, на самом деле статистика на подкастах ничего мне не дает знать, типа много это или мало, но, в общем, вот столько вас слушает меня. Ну и интересно, хотел бы пробежаться по странам, какие топ-страны меня слушают за все время, за эти 5 лет. Начнем, наверное, с Ютуба давайте. Давайте с сайта начнем. На сайте страна номер 1, Россию я вычеркиваю, потому что понятно, что многие и иностранцы, они учатся, живут в России, слушают из России, но просто YouTube сам учитывает меня, да, когда я там что-то делаю, и сайт в том числе, когда захожу, поэтому, можно не считать Россию. После России у нас будет США, Италия, Польша, Франция, Германия, Великобритания, Турция, Бразилия, Испания. И Узбекистан, кстати, тоже тут есть, Республика Корея, Австрия, Азербайджан. Вот. В общем, вот эти страны, это на сайте, это топовые, то есть плюс-минус там 10, да, стран. На Ютубе статистика такая. Первая страна — это Польша, потом США, потом Казахстан.
Ну, Казахстан можно не считать, потому что там много русскоязычных, они как носители слушают те видео как раз, смотрят те видео, которые залетели, типа с полиглотами. Германия, Италия, Великобритания, Турция, Франция, Бразилия, Испания. Вот, и на Spotify по странам примерно такая картина, сейчас скажу. Польша, США, Германия, Турция, Италия, Великобритания, Франция, Бразилия, Испания, Чехия, Канада, Австрия и так далее. Из этого мы можем сделать вывод, что топ-3 страны — это Польша, США и Италия. Вот, почему-то так, не знаю, то есть все говорят, что поляки русофобы, но при этом больше всего учат русский на моем канале именно поляки. Вот такое, в общем, парадокс. Да, и отдельно хочу отметить, это все цифры, это все сложно как-то ощутить, там, 40 тысяч подписчиков, 4 миллиона, типа, это неосязаемо, это сложно как-то представить, поэтому то, что, наверное, более существенно, это когда вы мне пишете какие-то письма на почту с благодарностями, когда вы меня отмечаете в Инстаграме, когда вы там делаете подборки любимых подкастов, и там оказывается Russian Progress. Вот это, конечно, очень приятно, когда на занятиях, например, записывается человек, мы с ним общаемся, он говорит: Артем, я смотрел там твои видео, мне понравилось вот это видео. То есть, когда я вижу, что есть реальные люди из разных стран, которым я как-то помог в изучении русского языка, это очень круто, это очень радует всегда, так что если вам есть что сказать на этот счет, если хотите как-то меня поблагодарить, мне будет очень приятно. Вот, можете писать там на ютубе комментарии, либо там на почту russianprogressinbox@gmail.com, либо в инстаграме Russian Progress. Вот, это будет всегда очень классно. Ну и, конечно, буду очень благодарен, если расскажете тем, кто начинает учить русский, кто учит русский, что вот есть такой подкаст и есть такой канал Russian Progress. Все, наверное, да, я уже рассказал, да, касательно проекта, касательно каких-то обновлений. Спасибо всем, кто слушает проект, кому он помогает, я очень рад. Действительно, это круто, что я могу принять участие в каком-то созидании, в каком-то добре, да, если углубляться там в какую-то лирику, философию, да, то есть что я делаю что-то, что полезно другим людям, это возможность рассказать о России, рассказать о русской культуре, дать инструмент людям, то есть язык, помочь им в улучшении русского языка, чтобы они дальше искали какие-то материалы, находили людей, знакомились, путешествовали по России, по другим странам, где используется русский язык. Возможно, не до конца осознаю масштаб всего этого, потому что когда ты просто записываешь что-то перед микрофоном, сложно понять, что это действительно кто-то пользуется вот этими материалами, но, наверное, все-таки это так и есть, и да, я просто очень рад, что я вам полезен. Так что вот, это все, что я хотел сказать на сегодня. Пишите комментарии, жду от вас обратной связи. И всем хорошего дня. Услышимся в новых выпусках. Всем пока.